Ну а те, кто делает, у них результат всегда сладкий. Я покинул эти форумы о спорящих сторонах. В принципе, собой являются подтверждением теории Фрейда. Если реально у вас проблемы с видением, со зрением, я рекомендую вам канал Фавионыч. Посмотрите. И я надеюсь, что вы будете меняться так же, как мир вокруг вас. Друзья, привет! С вами Фавионыч. И в преддверии 31 числа, праздника, который Фавионыч, я надеюсь, и вы тоже отмечает. Это день рождения канала. F1 теперь он называется. Расшифровывайте как хотите. Я решил записать видео. Поэтому, друзья, если вам интересно то, что происходит в интернете, обсуждение фототехники, фотографии, и интересно то, что продвигает и проповедует, можно сказать, говорит о чем Фавионыч, можете смотреть. Если вам это не интересно, пропускайте, смотрите другие видео. Видите, коричневый характер по Фрейду. Вот, друзья, о чем же, собственно говоря, речь? Речь как раз вот о спорящих сторонах. С момента, как в России появилась возможность покупать импортную технику, прошло уже 30 лет, можно сказать. Но знаете, друзья, в чем удивительно? Удивительно, что только на российских или русских форумах, русскоязычных в основном, как и в 90-е годы, когда появился в конце интернет, Липа. начался срач по поводу выбора и измерения, у кого камера больше, у кого объектив, диаметр поглубже или поменьше. И все так и продолжалось, в принципе, и в нулевых. На тот момент, когда я посещал еще фирмы, известные форумы всех производителей, они постепенно, примерно за год, скатились в просто срач. Я покинул эти форумы, но не думал, что это все переместится на Ютубе. Но, тем не менее, вот, наблюдая за событиями, комментаторами, которые занимают должности или зарабатывают деньги с помощью фотографий, Липа. увидел, что то же самое. Гигантское количество людей с комплексами, которые неразрешимы. Удивительно, что попадаются люди, индивиды, которые не видят, не слышат и не знают, что хотят. Для них самих и для окружающих они перекладывают на вот эти форумы. Поэтому, друзья, наверное, скорее всего, я не буду в этом участвовать, как, в принципе, и 20 лет назад. Для тех, кому интересно, мои походы, мои рассуждения о таинстве фотографии, о тех способах, о тех возможностях, о тех каких-то мыслях, которые приходят во время процесса фотографии. Ну и в меньшей степени о технической стороне дела, хотя вы знаете, что у меня есть несколько образований, в том числе и по фотографии, фото, кино. Поэтому, ну, я, если вы заметили, я никогда не старался блеснуть этими зданиями, в отличие от некоторых профессионалов, которые тычут пальцем в так называемый средний формат от компании Fuji. Липа. И прочее. Ну, сами в руках никогда среднеформатную камеру типа Синар или Хвтоя или еще что-то они даже в руках, скорее всего, не держали. Очевидно, их комплексы зашли настолько далеко, что для них человек, появляющийся в городе с форматной камерой, я имею в виду не форматной, а именно полный кадром, уже вызывает оторопь, и они не понимают, как можно снимать стрит полным форматом. Для себя я могу сделать вывод только один, что, скорее всего, эти люди не были в европейских городах больших, где люди, фотографы, снимают полноценными форматными, большого формата камеры. Липа. Стрит-фотографию и городской пейзаж. Очевидно, наверное, скорее всего, они не знают об этом. Поэтому они рассуждают о своих придуманных каких-то средних форматах, где-то вычитавшихся, который имеет размер 43 на 36 или сколько там. Ну, в общем, друзья, все это очень смешно, если бы не было так грустно. Почему же этот корм или зерно падает на благодатную почву? Потому что есть большое количество молодых людей и не очень молодых, которые интересуют этой тематикой. Ну, так или иначе, в век 21 до сих пор не научились пользоваться Google переводчиками, Яндекс переводчиками. Липа.
не смотрят зарубежные видеоролики от тех людей, которые интересуются фотографией непосредственно самим процессом и рассказывают об этом. Я их перечислял уже не раз. Стараются кому-то что-то доказать или выдать какого-то эксперта по сравнению с другим экспертом. Ну, в общем, все это переходит в результате в какие-то личностные претензии или к тому, что какая-то система лучше, какая-то хуже. Мне было бы интересно, друзья, что бы они сказали Джакобу Хоэну, встретив его в Амстердаме, человек, который снимает на айфоны последние свои топовые работы. Что бы они ему сказали? В середине 80-х, друзья, когда я начинал свой путь в мир фотографии, были доступны дальномерные камеры, достаточно дорогие, еще более дорогие качественные зеркальные камеры. Ну и наиболее доступны это шкальные камеры по типу смена. Друзья, прошло какое-то время, и на их смену пришли компактные пленочные так называемые мыльницы, которые сейчас мыльницами уже не считают. Липа. И к ним опять возвращаются. К чему я это говорю? Находиться все время в рамках каких-то. Потому что время проходит, инструменты меняются. Сейчас на смену всем этим зеркальным тяжелым камерам приходят смартфоны с удивительными возможностями и с качеством во многом, в некоторых случаях даже превышающих возможности современных дорогих камер. Липа. При этом они занимают время, вторгаются в пространство людей, которые знают, что хотят, все видят и хотят увидеть новое. Самое главное. Друзья, снимите уже розовые очки. Мир меняется постоянно. Нет никаких процессов стабильных во времени. Все зависит только от вашего восприятия мира и времени как такового. Знаете, друзья, кого мне напоминают эти люди? Вот как раз сейчас видел людей, работники, которые замеряют, насколько асфальт плохой. Так вот, они, эти фотографы, или как их назвать, владельцы камер, они измеряют с помощью своего уровня знаний, техники, измеряют способности людей к творчеству. Культура. Это от культуры зависит в большей степени. Это на самом деле, я думаю, что не патологическое, но близкое, наверное, какое-то. Да нет, друзья, мы просто все разные. И если человек застрял в возрасте 12 лет, если он в 12 лет слушал Dire Straits и в 50 тоже слушает Dire Straits, я думаю, что у него явно какие-то отклонения, скорее всего. Не знаю, напишите в комментариях, кстати, что вы по этому поводу думаете. А поскольку я работаю с музыкальными системами тоже всю жизнь, и для меня уже это не является каким-то обычным явлением, это массовый характер, потому что если человек не развивается, если он не расширяет свои горизонты знаний, ну, соответственно, он застревает во времени. Есть огромное количество фильмов на эту тему снятое и прочее, и книг написано. Так что жду от вас комментариев, друзья. Люди, которые считают, что 50 лет, 100 лет назад камеры были лучше все, а сейчас ничего такого хорошего не делается. Ты сам, Фовеныч, говоришь, что раньше делали оптику лучше. Нет, я не в том смысле, что лучше, а то, что технологические особенности были направлены на то, чтобы добиться естественности, о чем и говорит и Савельев в том числе. Объектив рисует лица людей, а не рожи. Нравится мне оптика без просветления, которая... Ну, Фовеныч, ты не считай себя единственным, кто обратил на этот аспект внимания. В интернете есть огромное количество статей на тему приверженцев камер и даже типы людей, фотографов, которые выделили. Я этот список вам отправлю, хотя я его говорил, но в принципе вы можете сами по ссылке пройти, почитать, о чем имелось в виду. К сожалению, это так. Я хотел обратить ваше внимание на то, для чего это делается, для чего потребителей электроники склоняют или устраивают какие-то батлы между компаниями. Nikon против Canon, Sigma Alliance против Nikon, там Micro против Кропа. То есть для чего это делается? Конечно, это манипуляция, друзья. Липа. Это манипуляция, чтобы втянуть в то, что не имеет основного значения для фотографа, а перевести это на какие-то второстепенные
сугубо коммерческие рельсы. Друзья, прежде чем говорить о том, что человек с полным форматом имеет преимущество против кропа, подумайте о том, как вы выглядите в глазах людей, по вашему мнению, опять-таки руководствуясь вашей философией, если рядом с вами окажется человек, который снимается на действительно большой формат цифровой. А такие камеры есть, если вы не в курсе. В Америке есть человек, который делает такие камеры. Или если вы будете сравнивать объективы, где передняя линза движется для фокусировки, как бы вы выглядеть будете против человека, который снимает на полноценные роденстоки, который целиком передвигается На станине. Вы думаете, он на вас будет обращать внимание или будет как-то вас критиковать? Следующий тип заблуждающихся. Это не липа. Липа. Забыл, Фарионыч. Тяжелые объективы. Невозможно ими снимать ни стрит, ничего. Таскать их тяжело, спина болит, еще чего-то. И это непригодно для стрит-фотографий. Липа. Ну, я даже не знаю, что сказать, потому что... Даже однолицый. А если я таскаю с собой штатив весящий там раньше 4, который 8 килограмм, 10, что я какой-то ущербный, что ли? Если у вас, друзья, нет возможности, желания экспериментировать и использовать серьезные инструменты, Ну тогда вы всю жизнь будете ножницами кабели разделывать хай-файные. вы не купите специальный инструмент для этих целей, а вы будете ножницами разделывать, как многие делают. Существует только одно правило композиции, по их мнению, которое непреложное, которое во всех книжках описано, какие-то сложные геометрические фигуры, точки золотого сечения. Другого видения не существует. Вот такое мнение тоже есть. Если это так, если это написал человек и преподает это в институте, то все это верно. Липа. Ну да, я примерно то же самое слышал у себя на лекциях в институте. У меня были как раз конфликты с одним из преподавателей. Он, в принципе, переписал все, что было написано в Германии в начало прошлого века. Следующий тип понравится многим, которые любят измерять все. В лаве. Как же? Этот художник, снимая микрой, заработал себе на несколько квартир. И это является признаком того, что этот человек чего-то добился с помощью фотографий. И он оставил глубочайший след в истории. О чем вы вообще говорите? Грядка с мальвой. Красивая грядка, друзья. Здесь много посетителей. Много. С виду невзрачные цветочки, совсем маленького размера. Не такие большие, как рядом. Но какое количество здесь? Хотел сказать пчел, шмелей. Посмотрите, какое количество здесь шмелей. Именно на этих цветах, на голубых. А рядом растут огромные, среднеформатные, большие. Но на них никого нет. Так в чем же причина, друзья? Как раз причина в токсичности и в самой атмосфере, которая создается. Этими персонажами. Вы всегда сами можете решить, тратить свою энергию на это, погружаться в это затягивающее болото обсуждений и прочих бессмысленных абсолютно телодвижений. Фарионыч, в пятницу вечером эту прочь тоску, печаль. Купи себе лучше рыбы к пиву, и будет все хорошо. Друзья, я надеюсь, что получу от вас комментарии, и мы вместе с вами, возможно, продолжим путешествие. А я пока временно приостанавливаю мой проект. Не то что до лучших времен, а мне нужна некая пауза, чтобы собрать все крупицы экспериментов, которые я посвятил целый месяц, и дальше продолжим. Но мы обязательно с вами увидимся, друзья. У нас слишком мало времени, чтобы заниматься каким-то обсуждением чужих теорий, чужих мыслей. Делайте что-то свое, и все получится. How much is the fish?